Доброго здравия, дорогие друзья, с вами Николай Субботин и канал Протоистория. Завтра мы отправляемся в Санкт-Петербург для съемок нового фильма, который условно будет называться «Неизвестный Питер». Под таким рабочим названием он выйдет осенью на телеканале РЕН-ТВ, но до этого момента мы с вами успеем увидеть большое количество сюжетов из нашей экспедиции на нашем канале Протоистория. Нашли мы много очень интересных фактов и о подземных ходах Санкт-Петербурга, и более древних ходах, и о тех событиях, которые были до основания Санкт-Петербурга. Всем об этом мы поговорим с нашими уважаемыми экспертами уже непосредственно в Питере. Вчера я как раз опубликовал сюжет, где мы с Олегом Сергеевичем Синевым осматриваем, наверное, в форте Константин вот те большие гранитные блоки, из которых непосредственно складывались его внешние стены, в первую очередь для обороны. Многие из вас сказали, что да, наверное, это было какое-то гранитное литье, какая-то гранитная крошка, искусственный камень. Но нужно понимать, что когда вы делаете искусственный камень, его прочностные характеристики будут намного более меньшими, намного более... Прочность будет не такая высокая, чем у натурального камня. Поэтому, естественно, военные инженеры, когда создавали такие сложные фортификационные объекты, используют в первую очередь натуральный камень. Опять же, для того, чтобы объект был более защищен. Ну а с другой стороны, некоторые из вас говорят, что, наверное, какие-то там применялись методики по нагреву камня, для того, чтобы гранит можно было расплавить, создать новую фракцию из гранитной крошки. К сожалению, такая технология не работает, потому что те, скажем так, фракции, которые входят в состав гранита, при нагревании они разрушаются. Если вы сами даже в домашних условиях пройдете эксперимент, возьмете и нагреете кусочек гранита там, до температуры 2000 градусов, это можно сделать обычной горелкой, а потом остудите, все это придет к тому, что гранит просто раскрошится. Поэтому говорить о применении искусственных гранитов и искусственного камня на военных объектах, наверное, преждевременно. Да, искусственный камень, он применялся и в 18, и в 19, и в более ранних веках, но в первую очередь он использовался как декоративный материал. Сохранилось огромное количество рецептов, как фактически в домашних условиях сделать мрамор, искусственный мрамор. Эти рецепты есть, их можно легко найти в интернете, но, опять же, мы должны понимать, что мы в данном случае сталкиваемся с материалом, который будет уступать по прочностным характеристикам. Если вы обратите внимание, многие объекты в Санкт-Петербурге, да, действительно использовались, при их создании использовались искусственные камни. Это искусственный мрамор и другие некоторые материалы. Но, опять же, это приводит к тому, что тот же самый Исаакиевский собор там каждые 10 лет реставрируют, обновляют, потому что любой искусственный материал, он более износостойк. То есть он подвержен в большей мере воздействию внешней среды. Это и влага, и перепады температур, поэтому любой искусственный камень всегда будет уступать по характеристикам натуральному. Это нужно тоже учитывать. Потом нужно понимать, что вот многие из вас говорят, технологии утерянные. В любом случае никогда не бывает так, что технология утеряна настолько, что не осталось никаких упоминаний. Нужно понимать, что для того, чтобы, как многие говорят, уничтожить там целое поколение специалистов по камню, это нужно провести огромную работу. И отсюда напрашивается вывод, что технологии производства гранита, скорее всего, просто не было. При этом нужно вспоминать, что нет никакого секрета по производству даже не искусственного камня, а созданию заготовок и отливок из искусственного камня. Я в первую очередь говорю о базальте. Есть целая наука петрургия, которая родилась как раз в начале 19 века. То есть базальт, в отличие от гранита, он плавится и при этом не теряет своих характеристик. То есть базальт можно расплавить, залить в определенные формы и получить базальтовые отливки без потери его прочностных характеристик. Наверняка были такие же эксперименты и с гранитом. Но опять же, я говорю, особенность гранита в том, что те компоненты, которые в него входят при нагреве, они разрушаются, и гранит просто рассыпается на фракции. Поэтому здесь нет никакого заговора, здесь, может быть, есть просто некое недопонимание технических и химических особенностей тех материалов, про которые мы с вами говорим. Я тоже, на самом деле, долго занимался поиском свидетельства об искусственном граните. Наверняка были какие-то такие материалы, и даже сейчас есть технологии создания искусственного гранита, но нужно понимать, что, опять же, это декоративный вариант. То есть его используют для столешниц, для облицовки стен, еще чего-то. Но ни в коем случае мы не говорим о том, что такой гранит будет полностью повторять характеристики натурального камня.
Специально вот в этом сюжете я сейчас, после того, как закончу этот небольшой спич, покажу вам достаточно необычный ролик, который мне разрешили снять на первом северном форте. Его сейчас закрыли. И вот там действительно есть очень интересный объект. Это две гранитные лестницы, которые вырезали целиком из цельных кусков гранита. Причем там остались и фаски, там остались следы неких технологических процессов по обработке гранита. Вот да, это стоит посмотреть. Вопрос на самом деле не в том, использовался ли и искусственный камень. Вопрос в том, как в 18-19 веке проводили обработку, какими инструментами. Понятно, что все эти технологии известны, где-то они в исторических летописях остались, нужно это просто найти. А так как мы пока не нашли, у многих возникает такое мнение, что это все скрыто. Это не скрыто, нужно просто садиться, искать, перерывать источники, заниматься поисковой работой. Это сложно, это долго, но это интересно, потому что в итоге мы можем все-таки с вами узнать, как же обрабатывали в древности гранит. Причем наверняка это было достаточно просто мы сейчас уже забыли те достаточно, ну, не примитивные, а адекватные технологии, которые позволяли так работать с камнем. Так вот, предлагаю посмотреть сюжет о том, как вот эти блоки обрабатывали для того, чтобы создать гранитные лестницы в форте Первый Северный. И потом еще покажу небольшой маленький фрагмент о современных технологиях создания не то что искусственного гранита, а имитации искусственного гранита, которые используются в современных облицовочных материалах. Так, вперед, давайте разгадывать древние тайны обработки гранита. Так, ну вот это да, конечно, из огромного гранитного блока, практически из куба, так что не было видно. Прямо внутри куба выточили лесенку, причем с такими прямыми хорошими углами. Ни следов зубил, ни шлифовки, ни полировки, ничего не видно. И вот спрашивается, как наши предки. Кстати, вот, следы-то они есть на самом деле. Вот он след от какого-то реза, который как раз идет вдоль. То есть, походу, какой-то огромной, ну, скажем так, что понятно было, болгаркой здесь резанули. И вот здесь тоже запил виден. Вот он. Да, то есть это явно не долотом чирикали здесь, а используя какой-то более продвинутый инструмент. Так, а если на других? Сейчас посмотрим. Если запилы на других. Ну тут уже лесенка пострадала, видимо, во время войны, и все толкотся. Но тут вот здорово видно, да. Прямо вот. А все равно потом другой наговорю. Ну вот здесь тоже вон запил великолепно виден. И это не какой-нибудь там примитивный бур, который молотом забивали. Тут прямо видно высокотехнологическое сверло или бур для штрабления был. Ну, в общем, что-то непонятное. Вот как раз по нему скол идет. Причем тоненький. Загнали, откололи. И вот тут вот, конечно, ага. Да. И вот тут вот это просто вызывает дикое удивление. Вот смотрите, вот идет вроде прямая полоса лесенки, а здесь идет такое совершенно ровное скругление. То есть специально сделать такой замочек, чтобы два блока вот так аккуратно соединились. И причем вот эта вот канавка-то, выпуклость, она сделана вообще непонятно как. А вот ответная часть. Прямо выфрезерована в блоке. И, кстати, опять же, вот видны следы тонких забуров. Ну вот сверху видно, немножко подшлифовывали чем-то. Вот тут слегка следы абразива какого-то. Значит, надо было так заморочиться. Сделать полукруглую часть, в другом блоке ответную выпуклую и создать такой сложный замок. Хотя на самом деле на старых объектах, которые мы видели, блоки соединяли намного проще. Штробили отверстия, загоняли туда скобу
и заливали все это свинцом. Прекрасно держалось. А здесь какая-то совершенно другая технология прослеживается. Ну и вот отсюда великолепно видно, насколько ровно и прямо сделана эта лесенка. Вот если так посмотреть, ну вот явно, как будто просто пилой отпилили, профрезеровали. Но это не ручная работа, однозначно. Здесь работали каким-то очень сложным инструментом. Вот так вот придешь на стародавний форт и начинаешь открывать тайны древних технологий, которые, к сожалению, объяснить-то нам никто и не может. Тоже фрезеровочка. Просто как-то взяли и выфрезеровали вот такое вот круглое отверстие в граните. Возвращаясь к вопросу о древних технологиях, по которым мы могли создавать штукатурку, имитирующую различные естественные природные материалы, в частности гранит, мрамор и прочие, скажем так, каменные материалы, совершенно случайно в одном из московских супермаркетов заметил такой вот интересный стенд, который демонстрирует современные виды отделочных материалов. И вот он как раз тут разные типы покрытий. И обратил внимание вот на такую интересную структуру, тиролит называется. То есть фактически это размельченная до состояния там фракции, ну насколько вижу, там от миллиметра до 2 до 3 крошка, которая на клеевой основе наносится на подготовленную поверхность. Уже само по себе очень похоже на искусственный камень, вернее даже не на искусственный, а естественный камень, особенно когда смотришь на это издалека. Ну, если вот сейчас этот материал подвергнуть хорошей шлифовке до состояния зеркала, я думаю, ну, будет просто полная имитация натурального камня. Дальше начал листать и нашел как раз то, что можно называть имитацией под гранит. Вот. Как раз такая же точно мелкая крошка каменная, повторяющая структуру гранита. Неравномерное засыпание. И если сейчас взять хорошие абразивные материалы, которые наверняка в прошлом тоже существовали, все это вышлифовать до состояния блеска, то камень вот этот вот искусственный будет наверняка очень точно имитировать структуру гранита. Может быть, именно как раз по такой технологии с использованием мелкой крошки, смешанной с неким клеевым составом, и вот эту технологию как раз применяли для того, чтобы облицовывать и колонны различных соборов, и в принципе имитировать натуральный камень с помощью вот такой понятной и простой технологии. Тогда, кстати, становится понятно, как могли доставлять все вот эти вот громоздкие материалы, колонны, там, блоки гранитные в Санкт-Петербург. На самом деле доставляли не блоки, а доставляли как раз на подводах в некой таре вот всего лишь такой микродисперсный состав, который на месте уже смешивали с клеевыми смесями, наносили на подготовленную поверхность, там, или на колонну, или на какой-то другой строительный блок. Далее давали, естественно, высохнуть. Все это шлифовалось и приобретало уже ту самую структуру, которую мы сейчас считаем натуральными колоннами. Вот как-то могло это так и делаться. Это, конечно, гипотеза, которая требует проверки. То есть, по-хорошему, нужно просто купить грамм 100 вот такого материала, нанести на небольшой блок, потом шлифануть очень хорошо и посмотреть, насколько вот такая структура, такая фракция будет похожа на натуральный камень. Технология действительно достаточно простая, и может быть вот именно таким образом как раз и происходила имитация материалов под натуральный камень. Вот такая вот гипотеза, друзья. Делитесь версиями.
Может быть, у кого-то получится быстрее, чем у меня, повторить такой эксперимент. Давайте попробуем. Может быть, действительно мы сможем разгадать один из забытых секретов мастеров, который вот сейчас в современном строительстве для кого уже не является секретом, а используется давным-давно на практике и радует глаз вот такими необычными материалами, которые имитируют натуральный камень. Вперед!